Привет, друзья! Сегодня будем готовить сочный люля-кебаб из говядины. Сегодня я покажу вам, как хорошо приготовить люля-кебаб, для того, чтобы он был сочным, не сваливался с шампуров и получился максимально вкусным и порадовал ваших гостей. У меня здесь кусок говядины, шейная часть, 2 килограмма, без всякого пендрежа, не мраморная, обычная, хорошая говядина. Есть и жилки, есть и жирочек, большое количество мяса. И на это количество мяса у меня примерно 200 грамм бараньего курдюка. Можно заменить свиным салом. Если свои топорики вы забыли где-то в пещере, то мы будем использовать мясорубку, как и я. Поэтому нарезаем мясо небольшими кусками, чтобы мясорубке было удобнее справиться. Здесь никаких правил нет. Просто нарезаем. Хорошо на даче, да? Курдюк не исключение. Его тоже измельчаем. И начинаем все измельчать. Посмотрите, какое хорошее мясо. Но на данном этапе фарш еще достаточно крупный, поэтому он может сваливаться с шампуров. Мне нравится его хорошенько сейчас перемешать и второй раз пропустить через мясорубку. Вот тогда будет идеальный фарш для люля-кебаб. Нам нужно сейчас хорошенько и равномерно распределить весь курдюк по говядине. И еще раз измельчаем. Отлично. Теперь структура фарша намного более однородная, он будет отлично липнуть к шампуру и впитает в себя все ароматы нашего маринада. Именно им мы сейчас и займемся. Будем измельчать лук, зелень, паприку и чеснок. Вы только посмотрите на этот превосходный фарш. Настоящее мясо. На это количество берем совсем небольшую луковицу. Вначале ее кольцами пошинкуем. Сюда же один сладкий перец, не обязательно болгарский, у меня недорогой, сезонный. Зубчика 4 чеснока. И хороший пучок зелени. Буду использовать и петрушку, и немного укропа. И обязательно базилик. И совсем капельку розмарина. И все это дело тоже хорошо измельчаем. Этот процесс измельчения достаточно не быстрый, но здесь важно не использовать ни мясорубку, ни блендер для того, чтобы овощи не дали сок и влагу, которая будет способствовать тому, что люля-кебаб будет разваливаться во время жарки. Поэтому мелко рубим. Добавляем ароматную заправку в фарш. Фарш нужно хорошенько посолить, на это количество рекомендую начать с 30 грамм соли. Если будет недосолено, это лучше, чем пересолено, поэтому каждый себе, если захочет, сможет досолить в тарелке. Хорошенько посолить. И еще один мой любимый ингредиент – это фисташки. У меня молотые, они стоят намного дешевле, чем целые, хорошие, отборные. И я вмешиваю их в люля-кебаб. Они дают ореховый привкус, маслянистость и уникальный вкус фисташки. Очень вкусно получается. Примерно 100 грамм. И хорошую порцию молотого перца. Конечно, люля-кебаб можно сделать и острым, добавив туда сухой чили и перец. Но мне хочется, чтобы он был нежным, главное сочным, чтобы он нравился всем, кто будет за столом. Хорошенько перемешиваем все, вминая все специи и ароматы в наш фарш. Некоторые говорят, что фарш для люля-кебаб нужно хорошенько отбить для того, чтобы он не сваливался с шампура. Достаточно хорошенько его вымешать. И никаких дополнительных махинаций не нужно. В принципе, хорошо бы дать ему отдохнуть в течение ночи в холодильнике, но его можно готовить и через пару часов. Главное, дайте ему постоять в холоде это время, для того, чтобы фарш собрался и объединился. Ну а мы с вами увидимся при формировании люля-кебаб.
Фарш на люля-кебаб промариновался. Нужно быстренько приготовить маринованный лук, и можно начинать жарить. Растерялся. Тоненько нашинкую красный лук полукольцами. Нужно его немного посолить и помять руками. И отправляю его в воду с уксусом. Немного сахарного песка. И все хорошенько перемешать. Шикарный промаринованный фарш. Теперь все по классике. Холодный шампур, холодный фарш. Руки смачиваем водой. Берем хорошую порцию. И начинаем формовать наш люля-кебаб, равномерно распределяя фарш по шампуру. Концы, конечно, подбиваем. Смотрите, здесь все овощи, всю зелень, фисташки, все видно. Великолепный. Красивая мужская конфета. Отправляемся жарить. Вот это ароматы. Угли должны быть очень горячими. Кебаб жарится быстро и периодически его переворачиваем. Пахнет, конечно, очень вкусно, но когда переворачиваем, не забываем сверху накладывать лаваш, чтобы он прогревался и пропитывался соками люля-кебаб. Вот так. Пора снимать. Посмотрите, какие сочные. Они практически сами сваливаются с шампуров. Оставшуюся партию. Эти пока накрываем лавашом обязательно, чтобы не остыли. И сейчас, мои дорогие друзья, я вам покажу, как мне нравится кушать люля больше всего. Смотрите, берем самую сочную. Посмотрите, насколько она сочная. Люляшечку. Укладываем ее на лаваш. Немного замаринованного лука. Слегка присыпать сумахом. Вот так. И капельку гранатового соуса наршарап. И все это завернуть. То, что я вам сейчас показываю, друзья, это противозаконно, потому что получается очень вкусно и устоять невозможно. Можно съесть все люля-кебаб, не дождавшись своих гостей. Поэтому запоминайте этот трюк. Ох, как вкусно, друзья. Ох. Прекрасное блюдо для прекрасных подписчиков. Спасибо, друзья, что поддерживаете. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и ваши лайки. За вас. Ну давайте попробуем это люля-кебаб. Это очень вкусно. А фисташки делают это люля-кебаб с изюминкой. Господи, как же я скучал. На этом у меня все. С вами был Тихон. Пока.